История кораблекрушения судна МВ Панайотис. Судно Панайотис был грузовым судном, построенным в Шотландии как Сейнт-Беден, в Глазго для компании J&T Gordon. Официально он был спущен на воду 14 января 1937 года. Через несколько лет после спуска на воду, с 26 мая по 4 июня 1940 года, судно героически использовался во время знаменитой эвакуации из Дюнкерка, когда он спасал солдат союзников с портовой гавани Дюнкерка. Во время Второй мировой войны. Никто точно не знает, сколько путешествий совершил корабль или сколько солдат он спас. Но тот факт, что он был такой огромной частью истории, делает ее историю еще более особенной. В 1964 году корабль покинул Великобританию после того, как его купили в Салониках, Греция. Они изменили название корабля Street-Beden на Меропе, но имя просуществовало недолго, и год спустя было изменено на Charis. В 1972 году судно снова перешло к другому владельцу, на этот раз принадлежащим компании Marina Kautrauba & Co. Салоники, Греция. Вскоре после этого, в 1974 году, корабль снова был продан Скалфас, Салоники, Греция, и название корабля снова изменилось, на этот раз на Никос. В 1975 году корабль был снова продан компании Trivelos Katsaron, Салоники, Греция, которая снова сменила название на МВ Панайотис. В начале 1980 года судно в последний раз перешло из рук в руки владельцев Лисикатос Пирей, Греция. Вскоре 1 октября 1980 года судно Панайотис постигло свою последнюю судьбу – потерпеть крушение на острове Закинфа. На протяжении всей своей службы корабль действовал в основном как прибрежное торговое судно, также известное как Коустас. Эти корабли использовались для торговли между несколькими локациями. Они были построены с неглубокими корпусами, которые позволяли им проходить через районы, недоступные другим кораблям. Однако ходят слухи, что судно Панайотис провел последние годы своей жизни на корабле, перевозившем контрабанду. 1 октября 1980 года судно Панайотис направлялось в Турцию с грузом контрабандных сигарет. Во время своего пути он был замечен греческим флотом и быстро преследовался в направлении Ионических островов. Поскольку судно Панайотис пытался обогнать флот, они столкнулись с плохой погодой, вызванной штормами. Судно Панайотис был унесен в направлении Закинфа и сел на мель. Экипаж покинул корабль, чтобы уклониться от греческого флота, но никто не знает, что с ними случилось. Говорят, однако, что местные жители Закинфа совершили набег на груз, который судно Панайотис перевозил, сигареты и виски, и что впоследствии в течение 4 лет после крушения на острове не продавалось никаких официальных табачных изделий. Некоторые местные жители рассказывают разные истории о том, что произошло во время крушения судна Панайотис в тот день. А некоторые даже считают, что МВ Панайотис было намеренно размещено в бухте Министерством туризма, чтобы привлечь туристов на остров. Это убеждение широко поддерживается в некоторых областях, поскольку изображение корабля в бухте появляется на тысячах веб-сайтов, в литературе и других туристических продуктах, как культовое изображение острова Закинфа. Это последнее предположение сильно отрицается другими, и крушение корабля после преследования военно-морского флота из-за контрабанды остается самой постоянной историей. Однако в последние годы последний капитан судна Панайотис, капитан Чараламбоус Компатекрас Кацорос, который был на борту судна, когда он сел на мель, опубликовал свою версию событий, подкрепленную тщательно отредактированными судебными документами, чтобы попытаться объяснить, что на самом деле произошло. Судно Панайотис находился в легальной торговле, был шторм, через который они плыли на судне, к сожалению, сели на мель после того, как вспыхнул пожар, и весь экипаж на борту вынужден был покинуть его на пляже Новогео. Капитан судна рассказал, что он отплыл на судне Панайотис из Аргостоли в Кефалонии 6 сентября 1980 года в Дурес в Албании.
Через месяц корабль был подготовлен к отправке в обратный путь. На обратном пути капитан заявил, что судно столкнулось с плохой погодой и имело механическую неисправность, которая вынудила его выйти на пляж Агиас Георгиас, пляж Новогео. Пляж Агиас Георгия был первоначальным названием пляжа Новогео, названного в честь расположенного выше монастыря. Капитан сообщил об аварии властям, но из-за недоступности пляжа его команда не смогла защитить корабль и его груз от непогоды моря. И воров, и часть груза была украдена, а также важное транспортное оборудование, такое как УКВ-радио и радиолокационное оборудование. Капитан сообщил о кражах властям. Он сказал, что генеральный прокурор помог ему получить доступ к месту с полицией, чтобы проверить лодку и зафиксировать повреждения и кражи. Капитан заявляет, что полиция обнаружила украденные вещи у судна Панаджиатис в местных деревнях Закинфана недалеко от места происшествия. 29 жителей были арестованы, а некоторые заключены в тюрьму после того, как дело было передано в суд и их вина была подтверждена. Капитан говорит, что его обвиняли во многих вещах, но что в то время судебное дело сняло с него все обвинения. Но позже власти сказали ему, что он должен сам удалить судно Панаджиатис с пляжа Агиас Георгиас. Но когда он отправился туда, чтобы взять на себя задачу, которую он привлек к себе благодаря красоте пляжа и тому, как лодка выглядела на нем, решил оставить судно Панаджиатис на месте. То, что на самом деле произошло с судном Панайотисом в тот день в 1980 году, никогда не будет полностью понято, поскольку ходит так много слухов, а судебные документы того времени сильно отредактированы. У многих людей есть свои теории, и невозможно когда-либо узнать настоящую историю. Тем не менее, судно Панаджиатис оставил острову великое наследие, которое превратило пляж Новогео в крупнейшую туристическую достопримечательность на острове, которую многие люди во всем мире хотят посещать снова и снова. В настоящее время корабль заброшен, окружен высокими скалами, брошенный на произвол судьбы зимним штормам. Огромная коричневая ржавая громада, всего лишь тень своего прежнего «я», медленно теряющаяся для стихий. Летом это становится игровой площадкой для туристов, так как лодки причаливают к бухте, чтобы пассажиры могли прогуляться по ней, нарисовать граффити или сделать памятные фотографии с ее помощью. Люди прыгали через нее, ходили по ней по канату, а совсем недавно Ромен Февр снял видео о мотокроссе на пляже вокруг нее, и это даже стало культовым местом для части южнокорейского телесериала под названием «Потомки солнца». Остается только догадываться, как долго ржавая громада остается на пляже. Ходили разговоры о его восстановлении и, возможно, даже о замене его другим кораблем в какой-то момент. Но, как и во многих историях в Греции, никто не может точно сказать, насколько серьезен этот слух. Однако на данный момент кораблекрушение продолжает привлекать туристов на остров и будет продолжать привлекать их еще долгое время. Потому что, несмотря на то, что это старый грузовой корабль сел на мель, это фантастическое место, которое стоит увидеть, и одно из интригующих и исторических интересных мест прошлого.